Друзья, мы что-то мало уделяем внимания птицам, а ведь они потомки динозавров. Но сегодня не об эволюции. Сегодня мы поговорим об идеальном пернатом рыбаке. Встречайте скопу, хищную птицу, распространенную в обоих полушариях. Один из двух представителей семейства скопиных. Вроде бы хищник, а почти веган по специализации. Питается исключительно рыбой. И в этом своем рыбоедстве довела охоту до уровня искусства. Ранее скопу пытались причислить к орланам, соколам или ястребам. Но она не вписывалась ни в одну из этих групп. В итоге ученые выделили ее в отдельное семейство. Это семейство монотипическое. Только одна птица скопа, его представитель. Эволюционная одиночка. А как вы думаете, в чем залог успешной рыбалки? В крепкой леске, терпении и тишине, удаче? Для нас неумелых приматов возможно, но настоящим профессионалам не нужны вспомогательные средства. Пара лапок и клюв. Вот и вся экипировка скопы, лучшего рыболова на планете Земля. Кот рыболов, наверное, сейчас обиделся где-то в Юго-Восточной Азии. Скопа почти единственная хищная птица с действительно глобальным ареалом. Наш пернатый гость – космополит чистой воды. Птичка унижает своими умениями рыболовов по всему свету, облетая стороной лишь полярные шапки. Наверное, не хочется соревноваться с пингвинами, дабы не понижать самооценку. Некоторые скопы преодолевают более 25 тысяч километров в год в рамках миграции. Скопы обладают удивительной способностью возвращаться точно в те же места, где они родились. Спустя 2-3 года, когда становятся половозрелыми. Это называется филопатрия. Иногда они преодолевают тысячи километров, пересекают пустыни и моря и все равно находят свой старый дуб или водонапорную башню. Как несложно догадаться, жилплощадь скопа устраивает с видом на всевозможные водоемы, реки, водохранилища, озера. Главный критерий, конечно же, не красота местных пейзажей, а наличие рыбы. Как же выглядит идеальный рыболов по версии матушки природы? А выглядит он, как и любой среднестатистический рыбак. Не больно-то и презентабельно. Потрепанная птица с ошалелым взглядом и чрезмерной любовью к морепродуктам. Вместо крючков и удочек наш пернатый рыболов вооружен длинными лапами с гигантскими когтями. Они впиваются в тело рыбехи как гарпун, не давая скользкой добыче улизнуть из цепких лап. Лапы скопы устроены совершенно особым образом. У нее обратимый задний палец. Это значит, что один из пальцев может поворачиваться назад, образуя идеальную хватку 2 пальца спереди, 2 сзади, как у сов. Это помогает удерживать скользкую добычу. К тому же подошвы лап покрыты острыми чешуйками-пупырышками, словно миниатюрной наждачкой, и рыбина вырваться не может. Скопа длиной до 60 сантиметров, с размахом крыльев до 1,70 м. По сравнению с самцами, самки скопы на 20% тяжелее, а размах их крыльев больше на 10%. В Северной Америке вес самцов до 1,5 кг, вес самок до 2. И если человеческую рыбалку вряд ли можно назвать увлекательным зрелищем, то процесс охоты скопы – это отдельный вид искусства. Заприметив с высоты подходящую жертву, птица камнем падает вниз, когти вперед, крылья назад, и вот пернатый охотник уже ныряет за своей добычей на глубину до 2 метров. Да, когда скопа ныряет, она делает это с высоты до 30 метров, складывая крылья и уходя в воду, как пернатая торпеда. В отличие от многих других хищных птиц, она не просто хватает рыбу с поверхности, а действительно частично уходит под воду, часто с головой и грудью. Ее плотное оперение и ноздри с клапанами предотвращают захлебывание. Для взлета с водной поверхности она использует мощный, почти горизонтальный взмах крыла. В воздухе добыча удерживается одной лапой впереди и одной сзади, что улучшает ее аэродинамические свойства. И, как правило, рыба поедается, начиная с головы. Кстати, скопы, как правило, не пьют воду. Потребности в ней восполняет свежая рыба. Ну а дабы производить свои заныры успешно, перья птицы имеют сальную водоотталкивающую структуру, а носовые клапаны защищают ноздри от попадания внутрь воды при нырянии. В чем же еще заключается секрет успеха идеальной рыбалки?
А секрет этот до банальности прост. 99% рациона скопы составляет рыба. На змей, рептилий, мелких млекопитающих пернатые ныряльщики охотятся лишь в исключительных случаях. Но есть и другая причина, по которой нашим героям приходится становиться рыболовным экспертом. Ведь скопа, не умеющая рыбачить, не только не выживет от голода, но она еще и обречена на вечное одиночество. Если человеческие самочки постоянно возмущаются походом мужа на рыбалку, то пернатые дамочки, наоборот, вечно гонят своих мужчин добывать пропитание для всей скопиной семьи. И этот рыбный вопрос встает особенно остро в брачный период. Как оказалось, путь к сердцу женщины тоже лежит через желудок. Обычно верные своим супругам самки, ибо скопы моногамны, могут загулять на стороне с более успешным рыболовом, если собственный благоверный оставляет даму сердца без вкусного ужина. Вы не подумайте, самочки скопы не меркантильные девушки с пристрастием к суше. Свой вклад в общее семейное дело они тоже вносят. Дамы у скоп очень даже заботливо и обстоятельно обустраивают гнездо, ухаживают за ним и высиживают на пару с самцом деток. И, кстати, вкладки может быть до 4 штук. Скопы строят гнезда из веток, водорослей, кусков мусора и даже пластика. Часто на самых необычных объектах. Радиомачтах, старых кранах, буйках, платформах. С каждым годом пара достраивает свое гнездо, и некоторые из них могут достигать 2 метров в диаметре и весом до 150 килограммов. Опекает скопы своих птенцов недолго, всего до 2 месяцев. Поэтому неопытный молодняк, даже оперившись, клянчит у мамки с папкой добычу, давя на жалость и родительские чувства. Однако, поскольку скопы мигрируют индивидуально, молодняк должен стать полностью независимым от родителей ко времени осеннего перелета. К сожалению, в трудные времена, когда рыбы мало, птенцы скопы могут проявлять агрессию друг к другу. Старшие птенцы, вылупившиеся первыми, часто получают все внимание родителей. Младшие, недополучая пищи, могут быть вытолкнуты или даже убиты старшими. Период половой зрелости у скоп наступает приблизительно через 3 года, но в месте редкого гнездовья может быть продлен до 5. Живет ястреб-рыболов в среднем до 25 лет. Враги у нашего любителя свежих суши тоже есть. Скопы подвергаются нападениям воздушных хищников, в частности сов и орлов. В Северной Америке их врагами считаются белоголовый орлан и виргинский филин, которые охотятся за птенцами и изредка взрослыми птицами. Среди наземных хищников, охотившихся за гнездами скопы, можно назвать енотов, змей и других лазающих животных. На находящихся на зимовке птиц могут охотиться крокодилы. Например, нильский крокодил может подкараулить скопу, ныряющую за рыбой. Однако вымирать наши идеальные рыболовы-ныряльщики не собираются и весьма распространены как вид. В некоторых культурах скопы символизируют чистоту, решимость и связь с водной стихией. У коренных народов Америки, например, скопа была вестником ловли, птицей удачи для рыбака. В Японии ее сравнивают с рыбной стрелой, а в англоязычных странах часто зовут рыболовом или морским орлом, хотя формально они ни тем, ни другим не являются. А вы хотели бы уметь так идеально рыбачить? Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие канала, может перейти на платформы Boosty и Patreon по ссылкам в описании. Там видео будет появляться раньше и без рекламы, а возможно и видео, которых не будет на платформе YouTube. Надеемся, что вы цените наш труд. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!